Всем привет! Вы на канале Smolly Dolls. И в этом выпуске я хочу рассказать, как связать стопу для куклы под каблучок. И для куколки можно связать два вида ножек: прямую и под каблучок. Я связала специально 3 ножки. Они разного размера и разного цвета, из разных ниточек. Вот это самая маленькая. Но весь фокус в том, что связаны они по одной схеме, то есть по одной технологии, только в определенных местах провязано больше рядов. То есть я вывела некую формулу, по которой можно связать в принципе любого размера ножку, и хочу с вами поделиться. Хочу обратить внимание, что ножки эти не набиты, в них нет каркаса, то есть это просто связанная деталька, и она вот так вот держит форму. Ну, конечно, я ручками чуть-чуть ей придала форму, чтобы это было похоже на ножку, да. И если ей сделать обувь с каблучком, то она будет очень симпатично смотреться. Как видите, это все ножки левые. Я также, после того, как расскажу, как связать эти ножки, расскажу, как же связать правую ножку. Там будет небольшое отличие. Начнем. Для работы я буду использовать ниточки ирис, хлопок, гамма и крючок 1 миллиметр. Так как работа довольно мелкая, я, конечно, постараюсь держать фокус, но вы будете видеть в углу схему, подсказка, чтобы вам было понятно, что и куда я провязываю в каждом ряду. Итак, самую маленькую ножку мы сейчас начнем вязать, вот эту. На ней я объясню просто схему ножки, да, а затем я объясню, как и где, в каких местах нужно добавлять, сколько и чего, чтобы получились разного размера ножки. Итак, для маленькой ножки я вяжу 3 воздушные петельки, 1. Я узелки не использую, потому что они мне не нравятся, как они торчат потом, особенно в мелких деталях. 3 воздушные петельки и плюс еще воздушную петельку подъема я провязываю, получается 4 воздушные петли. Со второй петли от крючка я начинаю провязывать столбики без накида. Первую петельку, столбик без накида, во вторую столбик без накида, и вот в третью петельку, которая у нас первая была связана, я провязываю 3 столбика, тройная прибавка, 1, 2. Так как я тут узелки не делаю, у меня ниточка вытягивается. После провязывания 3 столбиков я ее просто затягиваю. И дальше вот этот кончик я прокладываю между следующими столбиками, чтобы он затянулся и не мешался. По другой стороне цепочки я начинаю также провязывать 2 столбика. Прокладываю вот эту ниточку. Это получается 6-й столбик. Следующую петельку 7-й столбик. И вот в эту 4-ю петельку, которая у нас петелька подъема была, 4-й из 4 воздушных начальных петелек, я тоже провязываю столбик без накида. Получается у меня 8 столбиков без накида в ряду. В следующем ряду я прибавляю с каждой стороны, с каждого бока по одному столбику, то есть делаю одну прибавку. Итак, с этой стороны цепочки 1, 2,
Этот кончик уже закрепился, я его больше не буду провязывать, чтобы он мне не мешался, просто потом отрежу. 3. Дальше следующую петлю, она как бы сбоку получается, прибавка, и по другой стороне точно так же 3 столбика без накида, 1, 2, 3. И вот в эту крайнюю последнюю петельку предыдущего ряда прибавку. Итого у меня в ряду получилось 10 столбиков без накида. И это как бы пальчики, да, ножки, начало вязания ступни. Если вот так по краям ее сейчас сложить, да, приплюснуть, то это будет вот эта часть начальная ноги. И провязываем теперь 3 ряда по 10 столбиков без накида. Поставьте видео на паузу и провяжите по 10 столбиков в 3 ряда. Получается такая вот деталька. Сверим с ножкой готовой. Да, вот эта часть. И давайте рассмотрим дальше ножку. Здесь примерно в этом месте начинается подъем, как у ноги человека. Он есть у всех ножек, да, обратите внимание. Поэтому в этом ряду нам нужно с одной стороны связать вот этот подъем, а с другой стороны начать увязывать уже пяточку. Сделаем это следующим образом. У нас 10 петелек в ряду. Будем считать, что вот эта сторона первая — это верх ноги, и вторая сторона, вторые 5 петелек — это низ ноги, где будет пяточка. Первые 5 петелек провязываем так: 2 столбика, 1, 2. В третью петельку вяжем прибавку, чтобы сделать вот этот подъем. В одну и ту же петельку провязываем 2 столбика без накида, и в оставшиеся 2 петельки из 5, да, верхней части провязываем еще 2 столбика. Все, подъем мы связали. Теперь переходим на другую сторону и начинаем вязать пяточку. Дело в том, что при количестве петелек в ряду, когда на каждой стороне нечетное количество, пяточку придется смещать на одной ножке в один бок, на другой ножке в другой бок. Поэтому если мы вяжем левую ножку, мы свяжем так: в первую из 5 столбик, во вторую прибавку, в третью прибавку, и оставшиеся 2 столбика провязываем столбиками без накида. 1 и 2. Итого мы связали прибавку с верхней стороны ноги и 2 прибавки на пятке. Получилось 13 петелек в ряду. Следующий ряд. Во всех следующих рядах мы вот этот ряд оставляем без изменения. То есть вот эту верхнюю сторону у нас там 6 петелек
поэтому провязываем 6 петелек, 2, 3, 4, 5 и 6. А на пяточке поступаем следующим образом. Сейчас вам на схеме будет хорошо видно. Там, где у нас была просто петелька, столбик без накида, мы также ее провязываем. Дальше у нас идет прибавка первая. Первую петельку этой прибавки мы провязываем столбиком без накида, а вторую петельку прибавки провязываем снова прибавкой. То есть делаем еще раз прибавки, опять же по центру задней части ноги. Дальше у нас идет снова 2 петельки прибавки. Первую петельку мы провязываем прибавкой, а вторую просто столбиком. И оставшиеся 2 петельки с этой стороны мы также провязываем столбиками просто. 1 и 2. Итак, у нас было 13 петелек в ряду. Мы прибавили еще на пяточке 2. У нас стало 15 петелек в ряду. И посмотрите, какая деталька получилась. Да, видно, что здесь пяточка, здесь пошел подъем. Вот эта часть потом просто так вот загнется, будет как носочек. Теперь, что же делать дальше? Как провязать дальше пятку? Как я уже сказала, верхнюю часть оставляем без изменений. То есть провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь вспоминаем, что у нас на задней части. Первые 2 петельки у нас были провязаны просто столбиками. Мы их так и провязываем столбиками. 1 и 2. Дальше у нас была прибавка и снова прибавка. Так вот, в этих же местах мы теперь просто делаем убавки. Можете делать убавки, как вам удобно. Я сделаю невидимую убавку. Если вам непонятно, как делать невидимые убавки, можете посмотреть на моем канале видео про невидимые убавки. Раз убавка и 2 убавка. И у нас здесь остается по этой нижней части 3 столбика без накида. Мы их также и провязываем 3 раза. 1, 2 и 3. Следующий ряд. Нам нужно еще уменьшить пяточку, поэтому верхнюю часть я снова провязываю 6 столбиков. Кстати говоря, пока я провязываю эти 6 столбиков, я скажу, что начало вязания ножки вы можете делать каким угодно. Можно начать с кольца амигуруми, можно связать другое количество изначальных петелек и, например, не делать прибавки по бокам. То есть вариантов, ну, как угодно. Мне нравится такой вариант, но я иногда тоже делаю разные варианты. Все зависит от того, что я хочу получить в итоге. Я сейчас, когда довяжу до конца, вы поймете просто схему самой ножки, и там уже можно менять все, что хотите. Так, верх я провязала, нижняя часть пяточка. Здесь вспоминаем, у нас было 2 петельки убавка, убавка и 3 петельки. Теперь надо еще раз сузить, поэтому делаем 1 столбик,
убавка. Я опять делаю невидимые. Снова убавка. И у меня остается в этой задней части до конца ряда 2 петельки не провязанные. И я их провязываю столбиками без накида. Все, по идее, вязание пяточки мы закончили. То есть что мы сделали? Мы расширили 2 раза и сузили 2 раза. И пяточка, она получается как бы сбоку немножко. Следующий ряд. Ну, на самом деле здесь уже можно поступать как хотите, в зависимости от того, какая ножка вам нужна. Но я покажу, как я делаю. Я сверху снова провязываю 6 столбиков. 2, я их не трогаю, не меняю вообще. 3, 4, 5, 6. Потом я вспоминаю, что у меня было на задней части. У меня был столбик, убавка и 2 столбика. Здесь я делаю убавку сразу. У нас пяточка сверху как бы имеет более такой изгиб больше, чем снизу, да, у нас снизу подошва более плоская, а сверху пятка, она уходит такой изгиб в ногу, да, и оставшуюся петельку я провязываю с этой стороны, добавляю, и дальше уже я начинаю здесь прибавлять, это уже икра пойдет, а здесь у меня остается ровно. Такая ножка у вас получится. И давайте сейчас посмотрим на схему полностью, по которой мы вязали эту ногу. Что мы видим? Условно разделим ножку на 3 части. Это носочек, это вывязывание пятки на увеличение и это вывязывание пятки на уменьшение. Вернемся ко второй ножке второго размера, среднего, да, чуть побольше она. И посмотрим, как же связана она. Здесь я добавляю 1 петельку в начальном вязании, в начальной цепочке. До этого я вязала 3 петельки, сейчас я свяжу 4. Посмотрим, чем будет отличаться схема. Я набираю 4 петельки, 1, 2, 3, 4 и петелька подъема, то есть получается 5 петелек. Я уже вторую ножку полностью не буду вязать на видео, я только покажу отличия. Итак, точно так же в первой части носочек, да, нашей ножки, я свяжу со второй петельки 1, 2, 3 столбика. В последнюю петельку я свяжу точно так же 3 столбика, и по обратной стороне цепочки я свяжу 3 столбика, и вот в эту петельку подъема я тоже свяжу столбик. Дальше аналогично абсолютно предыдущей ножке я свяжу по прибавке с каждого края, то есть здесь и здесь. У меня получится уже вместо 10 12 столбиков в ряду. И дальше я свяжу уже не 3 ряда по 12, как было 3 ряда по 10 в маленькой ножке, а я свяжу 4 ряда, то есть на 1 ряд я возьму побольше. Получается вот такой носочек. И точно так же здесь надо связать с этой стороны подъем, 1 прибавочку, а с задней стороны начинаем ввязывать пятку. Но здесь, в отличие от предыдущей ножки маленькой, у нас было 5 петелек, да, в половине ряда, и мы вязали 2 прибавка, вот этот подъем, и 2,
Здесь у нас на одну больше петельку, здесь у нас 6. Ну, на самом деле не важно, с какой стороны вы это сделаете. То есть, ну, где-то нужно оставить одну петельку. Можно это делать в зависимости от того, какая это нога. То есть, если это левая, то связать, например, 2 столбика, прибавка и 3 столбика. А если это вторая нога правая, то наоборот 3 столбика, прибавка и 2 столбика. Итак, здесь получается теперь 7 петелек с этой части ноги и задняя. А на задней наоборот удобнее, да? Если у нас было 5 петелек и нам приходилось вязать одну, прибавка, прибавка 2, то здесь у нас четко видно вот эти 2 петельки посередине. Будем вязать 2. Здесь в этих 2 петельках начинать вывязывать пяточку и снова 2 петельки просто столбиками. 1, 2, прибавка. Просто здесь пяточка будет посередине. В 4-ю петельку тоже прибавку. И оставшиеся 2 петельки просто столбики. 1 и 2. Теперь точно так же, как на предыдущей ножке, вот эту верхнюю часть мы будем вязать без изменений. То есть в данном случае у нас 7 петелек. Сзади точно так же ищем средние 2 петельки, да, которые вторая петелька от первой прибавки и первая петелька от второй прибавки, и в них вяжем прибавки. Следующий ряд снова провязываем с этой стороны 7, и здесь вяжем еще один ряд, дополняем этими прибавками, чтобы нам увеличить размер пятки. Да, нога больше, пятка должна быть больше. То есть мы вяжем еще один ряд, точно так же 2 прибавки по середине. Будет опять здесь 2 прибавки и довязываем ряд. После этого аналогично мы будем делать убавки на пятки просто по центру. Также будет 3 ряда с 3 убавками. Да, и дальше точно так же я провязываю здесь еще пару рядов с убавками сзади и начинаю уже вывязывать дальше ножку. Посмотрим на 3-ю ножку. Эта ножка связана уже на одну петельку больше, я начала вязать, да. Это все, что меняется вот в первой части. Это количество петелек я увеличиваю на одну, и я увеличиваю количество рядов вот этих, которые я вяжу без изменений. Но здесь я увеличила еще на 2 ряда. Ну, тут на ваше усмотрение плюс ряд или плюс 2 ряда, она уже такая большеватая получилась, довольно-таки большая, но все равно красивая, мне кажется. И одновременно во второй части это здесь будет прибавка. Сзади начинаем прибавки. Здесь опять будет нечетное количество петелек, уже будет 7. Прибавки посередине, снова прибавки, и еще 4-й ряд мы делаем прибавку. И в 3-й части мы идем на убавку точно так же. По центру убавка, 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 убавка. Все остальное без изменений, да? Дальше я тут еще провязываю убавки для уже ноги и иду снова на расширение. Давайте еще раз посмотрим, кому непонятно, на сразу 3 схемы этих ног. Первая связана, начиная с 3 петелек, вторая связана с 4 петелек и 3-я связана, начиная с 5 петелек. Итак, перед вами схемы 3 ног, и условно разделим их также на 3 части. Рассмотрим первую часть. Это носок. В первой ножке мы связали 3 петли, во второй 4, в третьей 5.
Соответственно, поменялось в дальнейшем количество петель в ряду, но мы на это не будем обращать внимания, посмотрим лишь разницу с технической стороны. В первом ряду мы провязали без изменений 3 ряда, во втором 4, а в третьем я провязала 6 рядов, то есть увеличивается количество рядов. Рассмотрим вторую часть, увеличение пяточки. Первая ножка, вторая ножка и третья ножка. Здесь меняется только количество рядов на один ряд. В зависимости от размера ноги мы увеличиваем пятку все больше и больше. 2, 3 и 4 ряда с увеличением. И рассмотрим последнюю часть, сужение пятки. Как мы видим, здесь точно так же идет увеличение рядов, то есть мы сужаем постепенно столько же, сколько и мы прибавляем, и плюс провязываем дополнительные ряды для еще большего сужения пятки. И осталось поговорить о том, как связать правую ножку. Все на самом деле просто. После провязывания прямых рядов мы на задней части перед прибавками просто добавляем один столбик, и после прибавки получается минус столбик. Это правило касается и второго, и третьего варианта. И я думаю, теперь вы без труда догадаетесь, как связать ножку большего размера. И на этом я с вами прощаюсь. Если видео было полезным, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и поделитесь этим видео в своих соцсетях. И до встречи!